Продолжаем разговор о показателях бизнес-процессов. Сегодня разберем связь показателей процесса с мотивацией сотрудников и целями компании. Всем привет! Меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Вообще идея процессного управления в том, что лучший способ управления организацией – это управление через процессы. В прошлый раз мы обсуждали показатели процессов, и я говорил, что отличный способ управления процессами – это использование показателей процессов. Вывод. Показатели процессов позволяют управлять организацией. Все просто. Влияем на показатели процессов, то есть добиваемся высоких значений положительных показателей и минимизируем показатели, отвечающие за негативные эффекты процесса. Как следствие, процессы начинают работать лучше. Лучше работают процессы, лучше работает организация. Помните, что показатель процесса, в отличие от показателя экземпляра процесса, говорит не о каких-то разовых отклонениях или инцидентах. Он показывает качество деятельности целиком. А в динамике, то есть с течением времени, изменение показателя указывает на тренды. Начинает процесс работать лучше или хуже? Причем, так как мы можем устанавливать показатели произвольно, мы можем управлять различными его участками и аспектами. Так можно ответить на вопросы. Начал ли партнер быстрее получать заказ? Сколько излишков запасов товара у нас хранится на складах? Как меняется оборачиваемость товара? Довольны ли наши клиенты сроками доставки? Ну и так далее. Показатели процессов позволяют показать внутри компании всем ответственным, что хорошо, а что плохо. Не на уровне отдельного экземпляра процессов, а именно в динамике. В этом, в общем-то, и есть смысл процессного управления. Управление через показатели позволяет сделать процесс измеримым и управлять им более практично, нежели эмоционально. Обычно это хорошо, просто не нужно борщить. Такой подход позволяет компании реализовывать ее стратегию. Формирование визуального дерева показателей и отслеживание их значений позволяют придерживаться стратегии и двигаться к цели. Итак, а кто же должен отслеживать эти показатели? Конечно, не только топ-менеджмент, который формирует стратегию. В этом случае показатели не будут работать в полную силу. Ответственные сотрудники компании в лице руководителей подразделений и владельцев процессов могут использовать показатели процессов для измерения эффективности работы компании. Часто мысли о том, как улучшить значение показателя, приводят к отличным идеям по радикальному переустройству работы компании, а иногда и к тому, что называется трансформацией бизнеса. Я сказал ответственно. Многие подумали про руководителей и осознанных сотрудников. Но как протранслировать цели компании на не самых осознанных исполнителей, которые в целом не очень задумываются об успехе компании, а лишь ходят на работу? В этом, конечно, нет ничего преступного, и хотя мы такое поведение не понимаем, но нельзя не признать. Практически в любой компании такие сотрудники на рядовых должностях есть, а в некоторых компаниях их достаточно много. И с этим что-то нужно делать. Что? Самое очевидное – сделать успех компании их успехом. Если соотнести мотивационную схему сотрудников с показателями процесса, можно получить хорошие результаты. Это очень удобная история, ведь показатели легко измерить. Особенно если вы используете систему BPMS и подобные им для автоматизации процессов. Тогда сотруднику легко показать шкалу его эффективности. Эта шкала и будет его материальной мотивацией. Конечно, в маленькой компании сотрудники и цели компании обычно синхронизируются сами собой. Но когда компания растет, теряется этот клей. И по мере роста отделяется расстояние от топов до линейных исполнителей. Показатели – рабочий способ трансляции целей и стратегий к конечным действиям линейных исполнителей. Рабочий, но опасный. Плохой выбор показателей ведет к серьезным проблемам. Пример – всем знакомые колл-центры, которые вводят жесткий KPI на время звонка. Как следствие, получаем отличный KPI, но грубую и бесполезную поддержку, которая любой ценой пытается не помочь клиенту, а сократить время звонка. Подобных примеров можно привести сколько угодно, когда сотрудники вместо концентрации на пользе концентрируются на некоторых эфемерных показателях в ущерб реально полезным вещам, а некоторые еще и даже жульничают при этом. Вредные советы по выбору вредных показателей, а также хорошие советы по выбору правильных показателей будут в следующих выпусках Naked BPM.
Не забываем подписываться, чтобы не пропускать следующие выпуски. Общая схема работы с показателями процессов выглядит следующим образом. Все начинается с целей и стратегии компании. Да, показателями здесь не пахнет. Нет нужды измерять все подряд. Вы должны понимать, какие принципы лежат в основе компании, что является вашим приоритетом. Если речь идет про сети быстрого питания, то критично будет управлять скоростью обслуживания. Если речь про продуктовый ритейл, рассчитанный на массового потребителя, в наших приоритетах может быть минимизация конечной цены, а значит и всей цепочки создания ценностей, ну и расширение географии присутствия магазинов. Когда есть цель и понятна стратегия, можно анализировать бизнес-процессы и формулировать конечные показатели. Именно их мы и будем отслеживать. Показатели собираются в дерево показателей. Когда готово дерево показателей, можно привязывать к нему мотивационную схему. Бонусы, поощрения, в некоторых случаях даже штрафы. Наконец, теперь показатели нужно измерять и отслеживать, ровно как доносить до всех причастных. Кстати, показатели нужно регулярно проверять на актуальность и сверять со стратегией и целями. Поэтому круг у нас в очередной раз замкнется. Управление показателями – это также непрерывный процесс. Важно задуматься, чтобы сотрудники могли отслеживать показатели процессов в удобном и понятном для них виде. У себя в системе мы реализовали различные интерфейсы для разных сотрудников. Руководителю удобно видеть показатели в виде дерева, ну и отслеживать тренды. В то время как исполнителю, которому опускается на достижение конечные показатели, показываются лишь конкретные значения его показателей, ну и значения нормы. Таким образом, одни и те же цели транслируются разным сотрудникам по-разному, чтобы им было удобнее их воспринимать. Стоит заметить, что такая мотивация хорошо работает только в нетворческих задачах, линейных и монотонных. Множество экспериментов за последние годы подтвердили, что для творческих задач такая материальная мотивация не подходит. Более того, она даже вредит. Рекомендую прочитать книгу Дэниела Пинка «Драйв» про выбор верных инструментов мотивации команды. Тем не менее, показатели — это не только про деньги. Это возможность измерить процессы и компанию. А вот это уже важно для управленческих решений. Поэтому показатели полезны всем. И да, бирюзовые организации тоже измеряют показатели своих процессов. Подведем итоги. Сегодня я достаточно сказал про то, что успех системы показателей очень критично зависит от того, как она составлена. Плохой показатель становится ложной целью и может привести организацию совсем не к желанным результатам. Поэтому в следующих выпусках мы поговорим о том, как выбрать правильные показатели процесса и как к этому делу вообще лучше подходить. На сегодня у меня все. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. До новых встреч!